Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Талант Вали. О, нет, нет, нет! Держи, лови, хватай! Ой, разбилась. Эх, Валя! Ребята, простите меня. Я нечаянно. Да ничего, просто нам пора спать. Ты пока сходи в гости к Кеше. О, привет, Валя! Заходи, заходи. Привет. Вот скажи, Кеша, у меня руки кривые. Ну-ка, вытяни вперед. Не, прямые. А вот еноты говорят, что кривые. На вот, мы тут в экспедицию идем, в пещеры. Поменяй лампочку, пожалуйста. Она вон, в шкафу. А, это я могу. Это я мигом. Валя! Ну ты даешь! Ладно, молодец, проверил шкаф. Давно надо было его закрепить. Теперь новый сделаю, сразу закрепленный. Я старался. А что я могу еще проверить? Вот, проверь ее на улице, а я пока тут уберусь. Хорошо. Ой, я нечаянно. Давай я все уберу. Привет! Ой, а что это у тебя тут так все? Это? Да мы тут с Валей решили вещи разобрать. Да, это все я. Всем мешаю и все ломаю. Пойду. Ничего-то я не умею. Валя, да ты чего? Ты точно умеешь делать что-то лучше других. Да? И что я умею? Талант какой-нибудь. Петь или танцевать, или рисовать. А пока пошли с нами в пещеры. Нет, лучше я пойду искать свой талант. Да, и как мы теперь выберемся? Кеша, может, ты изобретешь что-нибудь, а? Как? Я даже инструментов с собой не взял. Ой, мальчики, что с нами теперь будет? Привет, ребята. А лисичка с вами? Я тут. Валя, как ты сюда попал? Лисичка, я нашел свой талант. А что это вы тут в темноте сидите? Так-то лучше. Лисичка, я нашел свой талант. Я буду петь. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ну как, хорошо? Ага, ничего так. Может, ты нас еще отсюда и домой выведешь? Да, конечно, я вас провожу. Вот сюда, пожалуйста, за мной.
подземный путешественник. Что? Правда? Вы так считаете? Конечно! Валя, вот твой настоящий талант. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают книжки. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Вместе радуют ребят. Мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. В игре. Так, и так. О, Тученция, смотри, какая красотища вышла. А, Тучка, это что у тебя? Кочка? Сам ты кочка. Это иглу, дом из снега. А у меня небоскреб. А я думал, пень. Лисичка, а ты что построила? Колизей. В древности в Колизее проводили соревнования. Борьба, прыжки, фехтование, гонки на колесницах. Тучка, а давай тоже состязаться. Да запросто. Лисичка, готовь медали. Размер моей шеи подсказать? Я лучше торт испеку. И не беспокойся, Кеша. Размер твоего живота я знаю. Так, Тучка приступает к тренировкам. Соревнования, надо подкачаться. Нет, надо прокачаться. Как же хорошо, что спортивный образ жизни можно вести, не вставая с дивана. Вот она, цивилизация! Для подготовки к соревнованиям было слишком мало времени. В спорте главное не победа, а участие. Я тоже так говорю, когда в одиночестве ем очередной победный торт. Но если все готовы, то можно начинать состязание. Цыпа. Древние спортивные игры объявляю открытыми. Поехали! А на какие клавиши нажимать-то, чтобы удар сделать? Ха! Я так прыгну, что планка даже не шелохнется. Ты прав, Кеша. Планка не шелохнулась. Странно. В играх у меня как-то повыше получалось. У меня в играх золотой пояс кунг-фу. Никто не уложит меня на лопатки. А лопатки точно с этой стороны спины? Подожди, сейчас я включу нитродвигатель. Я что, не у того велосипеда нитродвигатель включил? Главного
босса в игре я победил за полминуты. Учись, Тученце, владеть мечом у мастера. Итак, по итогам всех состязаний победил Тучка. Приз чемпиону! Ура! Спасибо. Наверное, на этих соревнованиях я выставил высокую сложность. Или тренировочность низкую. Кеша, мы с Тучкой решили для тебя тоже приз сделать. Что там? Неужели еще один торт? Лучше игра, которая поможет тебе всех победить. Гантели? Настоящие? Ага, как в компьютерных играх. Держи, чемпион. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, ми-ми-мишки. Мишки, ми-ми-мишки. Девочки против мальчиков. Так, кому еще добавки пирога? Мне! А мне 2. Мальчики, яблочный компот. Здорово! Какие же вы у нас хорошие! Ну все, нам пора на игру. Спасибо. Приходите за нас болеть. Тучечка, молодец! Молодец, Кеша! Вот мальчишки сами играют, а нас не принимают. Почему не принимают? Очень даже принимают. Смотри. Кеша! А можно мы с вами поиграем? Лисичка! Из-за тебя я промазал! Мы почти выиграли. Выиграли? Да вам нас никогда не догнать. Лисичка, иди лучше на трибуну. Болейте за нас, а не за Тучку. Ага, как пироги есть, так вы первые. А как играть, так без нас. Ну, баскетбол — это не для девчонок. Ах, так! Тогда и пироги не для мальчишек. Ха, отлично! С сегодняшнего дня девочки отдельно, мальчики отдельно. Саня, подожди. Да не трусь ты, Тученце. Накормлю я тебя пирогами. Страна мальчишек. Страна девчонок. Опять пирог? Их и так уже ставить некуда. Что случилось, лисичка? Наверное, духовка сломалась. Не знаешь, как починить? Может, попробуем покрасить в розовый? Или еще цветочками можно украсить? Нет, Соня, здесь нужны мальчики.
Опять чипсы. С грибным вкусом. Завтра будут с каким-нибудь другим вкусом. Эх, а девочки сейчас, наверное, торт едят. Знаете, я тут подумал. Я тоже об этом подумал. Пойдем, Кеша, туда, куда мы оба подумали. Лисичка, Соня, мы были неправы. И вообще, в баскетбол могут и девочки играть. Мальчики, мы тоже немного перестарались. К тому же, у меня и духовка сломалась. Так я ее и починить могу. Так значит, мир. Молодец, Лисичка! 5-0 в нашу пользу. Лисичка, может, ты уже пироги пойдешь готовить?